Камарджоба, everybody! Вы на канале На Плаву. В прошлом выпуске я рассказал вам о том, как и почему так случилось, что мы неожиданно для себя оказались на задворках, по ту сторону красивой картинки города, в тех самых трущобах, о которых не принято говорить и которые не показывают в своих выпусках известные блогеры. Да и что там смотреть в тех трущобах? Такую фразу я недавно услышал на улице. Сегодня мы заглянем за периметр и узнаем, есть ли жизнь по ту сторону, там, куда туристы просто не доходят. Для многих туристов Батуми это не только море, вино и легендарная грузинская кухня. Это еще и современная набережная, любимое место прогулок, башня Алфавит с буквами, будто вплетенными в структуру ДНК, скульптура Алии Нино, символ безграничной и безусловной любви, старый город, улочками напоминающий аккуратную и успешную Европу, аристократичный Батумский бульвар, сохранившийся осьминог, знакомый по фильму «Любовь и голуби», всегда оживленные пьяцца и площадь Европы. А также дельфинарий, небоскребы, казино, дорогие отели, множество арт-объектов на любой вкус и цвет, ну и всякого рода развлечения, конечно же. И вот среди всей этой красоты на первой линии с видом на море мы прожили целых 7 месяцев. Квартирка небольшая, но уютная. Это студия +1, то есть комната с кухней и спальня. Есть газплита, котел, стиралка, холодильник, телевизор, кондиционер. В спальне ничего лишнего. Кровать и куча шкафчиков. Приятный бонус – это, конечно же, балкон с прекрасным видом на море. Покажем. Дом кооперативный, где все жильцы знают друг друга с давних лохматых лет. И нам посчастливилось на какое-то время прикоснуться к истории и немного побыть частью этого дома. Теперь же настал момент отправиться дальше. Приехали. И, сделав витиеватый вираж, судьба увела нас в самую глубь Батуми, в так называемые трущобы, как прозвали туристы ту часть города, которая находится от моря дальше улиц Чавчавадзе и Пушкина. Туристам эта местность не знакома. Оттого и опасно, как край земли, где заканчивается цивилизация, и туземцы снимают скальпы или делают ожерелья из ноздрей непрошенных гостей. Что-то в этом роде. Я покажу вам изнанку, обратную сторону города, ту неизвестную часть Батуми, куда не ступает нога туриста, и лишь экстремалы отваживаются заглянуть за грань. Я познакомлю вас с жизнью окраин. Итак, мы пересекли улицу Чавчавадзе. Впереди улица Пушкина, впереди горы, позади меня море. Вот, кажется, и начинаются те самые трущобы. Хотя нет, сюда еще туристы доходят. Впереди вон распиаренный ресторан Тавадури. Туристы о нем знают, и туристов тут достаточно. Это еще не трущобы. А вон там, смотрите, вот это колорит. Бочка с квасом советской эпохи. Вот это связь времен. Может, это портал? Проходная между прошлым и будущим? Давно такого не видел.
О-оу, где я? Кажись, уже по ту сторону. Но нет, конечно, все совсем не так страшно. Никакого апокалипсиса, никаких зомби. Здесь такой же город, его продолжение. Просто тише и спокойнее, наверное. Оттого и кажется, что время застыло. Как и много веков назад, здесь по-прежнему на улицах пекут хлеб. Работают разного рода мастеровые люди. Токаря, сварщики, автослесари. На каждом шагу многочисленные лавки с вещами, продуктами, овощами, фруктами. То есть все необходимое всегда есть, всегда под рукой. Да все здесь так же, как и во всем остальном городе. Пока не замечаю особой разницы. Так же, как и везде в Батуми. Белье сушат на улице. И если для приезжих это отжившая дикость, то в Батуми это вынужденная необходимость. В квартире белье на сушилку не повесишь. Из-за влажного субтропического климата в квартире оно просто-напросто не высохнет. Да и к тому же добавит стенам сырости. А та, в свою очередь, расплодит черный грибок. Поэтому сушка только на ветру, только на улице, только хардкор. Вернее, никого из местных это не смущает. Это нормально, в порядке вещей. По мне тогда же это милая, уютная архаичность. Как я уже говорил в предыдущем выпуске, мы переехали. Это нереально, это немыслимо, unreal, но это факт. А это наше новое жилье. У моей бабушки в 80-х был точно такой линолеум. Модные в прошлом веке ковры и старинная мебель. Честно говоря, нас это нисколько не покоробило и не оттолкнуло. Мы люди того времени и видели не только мамонтов и динозавров, мы застали даже коммуналки. Кто помнит, что такое коммунальные квартиры? Поделитесь в комментариях. Так что раритетами нас не запугать. Наоборот, мы благодарны. Теперь у нас есть своя берлога с очагом, стиралкой, холодильником, ванной, балконом. Немного помыли, починили, освежили, так сказать. И вуаля! Уютное гнездышко готово. Гуляя по улицам, все пытался понять, почему трущобы и в чем, кроме лоска, отличие от прибрежной части. Жизнь трущоб, она такая же, как и везде. Разве что здесь, по грузинскому обыкновению, она выглядит более расслабленной и умиротворенной. В остальном, у людей такие же радости и такие же заботы. Женщины занимаются детьми и хозяйством. Мужчины после трудовых будней собираются компаниями, общаются, играют в карты, нарды, домино. Никто не запрещает им выпить чарочку-другую за все хорошее. Алкоголь доступен 24/7, и при этом здесь нет повального пьянства. К слову, обшарпанные дома, которые поначалу бросаются в глаза и больно ранят взгляд эстетов, со временем становятся совершенно не такими уж и страшными. Привыкаешь, и это не кажется чем-то диким. Такие убитые стены и неказистый вид, за ними скрываются, как правило, красивые современные квартиры с хорошим ремонтом и всем фаршем бытовой техники. Как и с человеком бывает, вот на вид неказистый, не ухожен, а заговоришь с ним и открываешь глубокое содержание и богатый внутренний мир. Здесь, как и вообще в Грузии, что меня удивило, так это дети. Они тут живые, не заперты по домам, безвылазно прикованные к интернету. Они дружат. Они дружат не в сети, а в реалии. Бегают по улицам, играют в различные игры. И какие-то они свободные, не зашуганные. В наше время это просто чудо какое-то. Нравится мне наличие фонтанчиков на улице. Да, по эту сторону они тоже есть. Фонтанчики вообще, мне кажутся, добрыми символами города. Вот вроде ничего такого, мелочи, а нет. Это качественный показатель человеческого самоуважения. Чем больше тут гуляешь, начинаешь понимать, что ничего особо страшного в этой окраине и нет. Обычный провинциальный городок. Такие же супермаркеты, стоматологические клиники, салоны красоты. Все чем-то заняты, и все идет в привычном русле. Все идет своим чередом.
Да, здесь не всегда чисто, но все равно от общей атмосферы как-то тепло и комфортно. Пожив немного в Батуми, могу поделиться своими наблюдениями и кое-что сказать про мусор на улицах. И даже вставить пару слов в защиту людей. Ребята, здесь частенько сильнейшие ветра. Можно вылизать до блеска двор, но тут же налетит ураган, и в момент этот двор превращается в заваленный пластиком и тряпками мусоросборник. Часто сам наблюдал, как с верхних этажей летят сорванные ветром пакеты. Срывает с прищепок белье и уносит с балконов пластиковые бутылки, стаканчики. Однажды на моих глазах с 7-го этажа улетела пластиковая метла. Нередко посреди улицы можно встретить валяющуюся простынь или пододеяльник. Неужели вы думаете, что это кто-то специально пришел и намусорил? Хотя да, буду честен, скажу, таких, кто швыряет обертки или окурки на тротуар, к сожалению, тут тоже хватает. Но, как говорят местные, это делают сельские. Истинные батумчане, а я знаю уже немало, это люди высокой культуры и не допустят за собой такую низость, как гадить на улице. Удивительная особенность не только окраины, но и всего Батуми – это тотальный самострой. Иногда можно увидеть дом в 2 раза разросшийся в ширину. Люди достраивают и пристраивают дома. Надстроить верхний этаж, так это, мне кажется, вообще дело чести. От таких преобразований дома зачастую смотрятся разноцветным конструктором. Лего такое. Но реально, будто собраны из кубиков. Так, а это, судя по всему, что-то связанное с медициной. Скажу честно, вижу здесь такое впервые. На побережье, в туристическом Батуми, там, да, явление это довольно частое. Напрашивается вывод. Здесь, в трущобах, население намного здоровее. Реже прибегают к услугам медицины. А в том сверкающем Батуми, видимо, денег побольше, раз могут позволить себе оплачивать недешевые в наше время медицинские препараты. В успешном Батуми, перенесемся туда. Вот это прибрежная улица шерифа Химшешвили. Так вот, в успешном Батуми, судя по всему, люди вообще богаче. Об этом можно судить по тому, как они небрежно относятся к своим вещам. Смотрите сюда. В трущобах я такого пока не наблюдал. Погнали назад. Хоть мы и далеко от центра, но здесь также много спортплощадок. И очень радует, что они подолгу не пустуют. Также есть спорткомплекс и приятные глазу места отдыха. Вот неподалеку тут министерство, занимающееся автотранспортом и все, что с ним связано. Сдают экзамен на водительские права, регистрируют машины, получают номера и всякое такое. Вот там, чуть дальше, профсоюз моряков, где чтут традиции, помнят старожил, стоящих у истоков, и всех работающих на процветание батумского пароходства. Как-то по весне я случайно оказался у них в гостях. Самые крупные и нужные магазины Горгия и Нова, где можно купить все для дома, от посуды до генератора и стройматериалов, тоже расположены по эту сторону от гламурно-туристической зоны. Дорогой магазин Агрохаб тоже здесь, больницы, темницы и прочее тоже здесь. Вообще понятие трущобы размыто. Кто-то видит эти трущобы и на первой, второй линии, и все из-за соседства старых видавших виды домов и новых современных зданий. Скажу так, эклектичный стиль соответствует всему Батуми. Как мы уже поняли, трущобы вовсе не трущобы. Такой же город, такой же Батуми, не такой причесанный, яркий, не такой расфуфыренный, но такой простой и уютный. Нет брусчатки, да и слава богу. Нет казино и дорогущих отелей, но ведь это тоже удел туристической локации. Здесь тише и спокойней. Хочешь движняка? Всегда можно выйти к морю. Во всем остальном для жизни тут все есть. И, кстати, тут одинаково близко и к морю, и к горам. Кому что нравится, всегда есть выбор. Я тут недавно вскарабкался в горы наверх. Очень душевно прогулялся, могу вам сказать. Познакомился с людьми там живущими. Не остался, само собой, без угощения. Дядя Томас угостил. Не знаю его. Или? Вот такие люди вообще. Остановились пару слов сказать. Уже накормили. Вон город. Остановился спросить пару слов, уже и накормили, грозились еще и напоить. Вино, чача, я уже такой, не, вино, чача не хочу, пойду в гору. Так что я теперь со сладостями, с голоду не умру. Пойдем подниматься.
Yes. Отлично, добрался до нее. Давно хотел, добрался. Вот она. Акустика обалденная. Круть. Да, место шикарное. Вот это виды. Очень здорово, классный поход получился. Обратил внимание на домики той самой, что ни на есть окраины Батуми. И домики там нехилые такие стоят. Дорого-богатые, смотрибельные. Вот те и окраина. Ну и вот такие трущобы. С пальмами. Вон каскадами так огороды идут там. Домики красивые. Ну, вот как-то так. И вот это туристы называют трущобы. Да уж. Что мне подумалось? Вы знаете, я видел окраины и промзоны в других городах. Я вам скажу, что такую презентабельную окраину и такую промзону, не знаю, такие презентабельные трущобы я, наверное, нигде не видел. Вот честно, ну все не так страшно и как-то... Еще подумалось, почему туристы называют трущобы и почему пренебрегают сюда идти. Ну, просто им не хватает времени, да, здесь, в общем-то, неизвестность. Там они идут вдоль набережной, там все понятно, все. А здесь... Ну, здесь только кто живет, уже ходит там по делам, я не знаю, куда-то ездит, чем-то занимается. Туристы-то что здесь делать? Он смотрит достопримечательности, поэтому им не до этой части города. Они не хотят сюда идти, ну, действительно, и правильно. Но такого, чтобы трущобы, там, фавелы, такого, могу честно прямо сказать, такого нет. Не наблюдаю особо ни социальных элементов, ни каких-то там страшных видов. Да, есть стройка. Есть что-то недостроено, есть то, что разрушают и заново строят, но конкретно таких трущоб, там, чтобы в коробках спали люди, и там все было так страшно, такого нет. И если это называют трущобы, то это очень презентабельные трущобы. Батуми постоянно строится и облагораживается, поэтому думается, что и по эту сторону скоро будет красиво и ухоженно. Не будет домов, пугающих туристов, будет цельный город, который чистотой своей, эстетикой и респектабельностью будет только радовать всех и вдохновлять. Благодарю каждого, кто досмотрел этот выпуск до конца. Надеюсь, он понравился. И чтобы в любой ситуации быть непотопляемым, поддержи мой канал, нажав на кнопку подписаться. Жми палец вверх и оставь свой отзыв в комментариях. Я стараюсь, делаю такие проекты и надеюсь, не зря. Покажи, что мои труды не напрасны. Разошли это видео своим друзьям и знакомым. Пусть его увидит больше хороших людей. Помоги моему молодому каналу. И оставайся на плаву. Ваш Влад. Адьос, мегабрэби.